Большинство современников о разведке боем в период Великой Отечественной войны знают крайне мало. Это толпы безоружных шефников? Или артиллерия, огнеметы и гранаты? А может быть, смекалка отборных профессионалов? Давайте разберемся, что такое разведка боем и как ее проводили бойцы РККА. Всем привет! Вы смотрите канал «Хлам знаний». ХЗ, если коротко. А значит, узнаете что-то новое. Смотрите до конца. Будет о чем завести разговор в компании друзей. Для начала, что же это такое и зачем разведка боем вообще нужна? Об этом приеме разведки у многих сложилось совершенно неправильное представление. Часто ее в фильмах или литературе называли разведкой кровью или разведкой жизнью. Типа злобные комиссары в бой бросали шефников, которые не знали, что наступление отвлекающее. И про проведение такой разведки все бойцы подразделения обрекались на верную смерть. Вроде все просто. Враг нас не трогает, и мы его не трогаем. Все живы и здоровы. Но уже в Первую мировую опытные командиры считали иначе и наработали собственный опыт. Задача любой разведки – сбор информации о противнике. Со временем меняются лишь методы и инструменты. Разведка боем – огневой контакт, предназначены для определения позиций огневых точек и оценки обороны противника. Это своего рода провокация противника малыми силами, без стягивания в полноценный бой основных сил. Она, как правило, кратковременна, и после маневра подразделение возвращается на позиции. Ведь разведка боем оперативно давала очень важную информацию о противнике. К примеру, старые части перед нами, или противник заменил их на свежие и лучшие. Стоит ли ожидать наступления на этом участке? И любые современные приборы могут давать искаженную информацию. Нужен живой человек, посвященный в замыслы командования врага и способный рассказать о них. Методику экспресс-допроса еще никто не отменял. И подавление психики вражеских солдат, и подъем морали собственных войск трудно переоценить. Уж лучше мы будем бить врага на своих условиях, чем он нас на своих. И, наконец, противник, отражая атаки, вынужден держать свои войска на передовой, подставляя их под огонь артиллерии и не давая возможности их отдыху в своем тылу. Конечно, такой способ разведки был необходим. Задачи – взять пленных, узнать настоящие позиции противника, выявить огневые точки для их последующего подавления. Так поступали не только наши войска. Вермахт также использовал подобные методы разведки, но в немецком исполнении это выглядело совсем иначе. Разведывательные подразделения вермахта создавали имитацию атаки. Немцы не атаковали цепями, как показывают в фильмах, и провести разведку боем им было легче и с минимальными потерями. Обычно разведка боем проводилась силами до батальона и часто использовали штрафные части. И штрафники шли в бой при серьезной поддержке артиллерии и грамотном командире, но было по-разному. Например, 8 октября 1944 года перед атакой штрафной роты все участвовавшие в операции офицеры на специальном полигоне проработали неясные вопросы. Для атаки штрафной роты при поддержке двух обычных рот собрали 4 дивизиона артиллерии калибром до 122 мм, 12 120 мм и 30 82 мм минометов, 4 полковушки и 8 сорокопяток. Бой был неудачным. Немцы огнем 14 батарей и атакой 6 танков отбили уже захваченную бойцами высоту. Наши потери составили убитыми 40 человек и ранеными 224. Потери штрафников 19 убито и 55 ранено. Неизвестно, вошли ли они в общее. Гораздо чаще вместо штрафников использовали подготовленных военспецов, автоматчиков, разведчиков, саперов и огнеметчиков при качественной поддержке артиллерии. При грамотной подготовке опытные подразделения могли и немцев заставить открыть огонь, и сами под него не попасть. И этот огневой кулак и смекалка приносили хорошие результаты. В июне 1943 года разведку боем роты в 100 человек поддерживали 3 76 миллиметровых орудия полковой и 6 76 миллиметровых орудия дивизионной артиллерии, 15 120 миллиметровых и 11 82 миллиметровых минометов, плюс 12 45 миллиметровых орудий на прямой наводке, 6 ранцевых огнеметов, а также дивизион «Катюш». Бойцы 8 раз тренировались брать пленных. На подготовку ушло 9 суток. И вот результат. Саперы подорвали проволоку
удлиненными зарядами, и группы обеспечения и захвата, прижимаясь к разрывам своих снарядов, ворвались в траншеи. Огнеметами и гранатами оперативно подавили сопротивление в блиндажах, взяли 3 пленных, поставили дым-завесу и отошли. Менее получаса ушло на огневой налет, атаку, бой в траншеях и отход к своим. Наша артиллерия выпустила 4000 снарядов, а немцы успели около 250. А что делать, если людей еще меньше? Февраль 44 года. В роте были сколочены 2 атакующие группы по 19 человек и группа захватов 10 бойцов. Всего менее полусотни штыков. Атакующим группам досталось по 1 Дегтяреву, 15 ППШ и 3 винтовки. У группы захвата 10 ППШ. У всех бойцов по 3 гранаты. В течение 2 дней на похожей местности отрабатывали персональные задачи для каждого бойца и 3 дня вели тщательное наблюдение за врагом. Для поддержки атаки собрали 2 дивизиона пушек, 2 роты 82 мм минометов, батарею 120 мм минометов и 17 орудий на прямой наводке. Рано утром, во время 5-минутного артналета, разведчики, прижавшись к огневому валу, во весь рост стремительно ворвались в немецкие траншеи, взяли в плен пулеметчика, захватили 2 пулемета МГ-34 и отошли. Когда противник опомнился и открыл огонь, группа была уже у своих позиций. Потери составили 8 раненых. В другом случае атаку 3 групп общим числом 19 человек поддержали артиллерийский дивизион, батарея полковой артиллерии, 2 противотанковых орудия и 8 82 мм минометов, 2 станковых пулемета и 2 противотанковых ружья. И тоже результат был положительным. А можно ли получить результат без поддержки артиллерии? Да, можно. 17 марта 1944 года группа разведчиков незаметно проползла километр, забросала гранатами окоп с немцами, захватила пленных и ушла без потерь. Отряд прикрывали огнем слева и справа 2 подготовленные подгруппы обеспечения, которые тоже не понесли боевых потерь. Были случаи, когда разведка боем давала просто фантастические результаты. Ночью 3 марта 1945 года саперы тихо подготовили путь для атаки отдельной разведроте 50-й дивизии в фольварку Вессельхефен. Противник не выдержал внезапного удара разведчиков и быстро отступил. Было уничтожено до 70 немцев. Взяли в плен 87 солдат и унтер-офицеров, а также 2 офицеров. Захвачены трофеи: 2 самоходки, 1 75-мм пушка, 8 ручных пулеметов, 4 радиостанции, больше сотни автоматов, склад боеприпасов, штабные документы и карты. Также было перекрыто движение по важной автостраде Берлин-Кёнигсберг. Потери разведчиков – 2 раненых. Этому способствовала темная ночь и сильный ветер со снегом, написал донесение начальник разведки 50-й дивизии гвардии капитан Алистаев. И будем учитывать, что это все-таки был уже март 1945 года. И вместо горы трупов безоружных штрафников документы показывают умелые действия опытных и подготовленных профессионалов с продуманными действиями, качественной подготовкой и с мощной поддержкой артиллерии. С вас лайк и подписка. А я пошел искать новый материал. Спасибо, что досмотрели до конца. Будьте здоровы и берегите себя в это непростое время. До новых встреч на канале ХЗ.